Ракетный удар по Украине. Школьный учитель получил 3 года за слова. Машкову дали 10 лет, но не в России. Всем привет, это новости на Ходорковский лайв. Меня зовут Марина Муратова. Ставьте лайк, через минуту все самое важное. Российские войска снова обстреляли Украину. Удары наносились по нескольким областям крылатыми ракетами. Пострадало в том числе промышленное предприятие в Днепре. Также там произошло 2 пожара и пострадало здание Центра реабилитации людей с инвалидностью, сообщил мэр города Борис Филатов. Начались экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Одесской, Житомирской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областях. О пострадавших и возможных жертвах не сообщается. Добавлю, сегодня утром взрывы раздались в Кривом Роге, а о последствиях удара пока ничего не известно. В России за ночь перехватили 2 украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями, сообщила Минобороны. Впрочем, реальность, как обычно, далека от сводки ведомства. Где летит? Над домом сейчас пролетит. Это Ахтубинск-Астраханской области. Там сбили еще 2 беспилотника. В регионе объявлялась воздушная тревога. Мэрия рекомендовала жителям оставаться дома. Школы и детские сады не эвакуировали. Также сирены звучали в Волгоградской области. По данным властей, 1 беспилотник уничтожили над Калачевским районом. Никто не пострадал, разрушений нет. Росавиация на время закрывала аэропорт Волгограда. Жители в местных чатах сообщали о том, что тревога объявлена и на химическом заводе «Каустик». Сотрудников не пускали на предприятие. В Белгородской области за сутки сбили 1 дрон. Несколько сел подверглись обстрелам, есть раненые местные жители. Сегодня губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что с лета жителям приграничных районов раздали 9 тысяч огнетушителей, чтобы они сами тушили пожары, вызванные обстрелами, и не вызывали в опасную местность спасателей. По словам чиновника, огнетушителями воспользовались минимум 354 человека. Сейчас ломанемся отсюда. Я здесь сейчас. А это Курская область, Марьино, Рыльского района. Вчера по российской территории, вероятно, впервые ударили дальнобойными ракетами Storm Shadow. Издание агентства геолоцировало этот ролик и подтвердило место, где его сняли. В Марьино находится санаторий управ делами президента. По мнению украинской стороны, писало издание Defense Express, в санатории может находиться командный пункт, которым пользуется командование группировки российских войск в Курской области и северокорейские офицеры. Ранее в среду газета «Таймс» сообщила о разрешении бить Storm Shadow по российской территории. До этого произошел первый удар ракетами «Атакамс» по Брянской области. Во время утреннего обстрела Украины Россия впервые использовала межконтинентальную баллистическую ракету, которая способна нести ядерную боеголовку. Накануне Путин внес изменения в ядерную доктрину и разрешил ядерные удары в ответ на обстрелы российских территорий дальнобойными западными ракетами. Вот такое видео опубликовали в ВСУ. Также широко распространяются вот эти кадры из Днепра. По утверждению украинских военных, с высокой долей вероятности это видео удара именно межконтинентальной баллистической ракеты Р-26. Предположительно, она была запущена с полигона в Астраханской области. Сбить ее не удалось. На видео запечатлен момент удара по Днепру. Российские военкоры факт применения этой ракеты отрицают. Массированного удара, возможный с использованием нового типа оружия, действительно ожидали в Украине, но накануне посольство США в Киеве, а за ним представительства еще нескольких стран закрывались из-за полученных разведданных о подготовке крупной атаки. Сегодня утром дипмиссия США возобновила работу. В России по техническим причинам перестал летать каждый второй Airbus A320 и A321 Neo. В общей сложности это 34 борта из имеющихся в стране 66. Как пишет «Коммерсант», российские авиакомпании попросту не могут использовать аэробусы. Из-за санкций перевозчики не в состоянии их обслуживать и обеспечивать безопасность полетов. Наиболее сложная ситуация авиакомпании S7, второго в стране после Аэрофлота перевозчика. У нее вынужденно припаркован 31 из 39 аэробусов.
аэробусов. Перевозчики экономят ресурсы двигателей до начала высокого сезона весной и летом. Впрочем, у 20 бортов они уже фактически исчерпаны, и летать на таких судах попросту небезопасно. По мнению нескольких источников издания, в отсутствие ремонта в России самолеты семейства Airbus начнут массово выбывать из эксплуатации. В общей сложности аэробусы этих двух самых популярных моделей составляют примерно 10% от всего иностранного воздушного флота в стране. Эксперты отрасли предупреждают, использование самолетов с истекшими двигателями грозит неминуемыми авиакатастрофами. Во Владивостоке микроавтобус рухнул с горы. Момент трагедии попал на камеры наружного видеонаблюдения. Это самый центр дальневосточного города. Высота Орлиной сопки, с которой скатился вниз микроавтобус «Тойота», 12 метров. Автомобиль упал прямо на припаркованные внизу автомобили. Водитель погиб сразу. Помимо него внутри машины находился еще один пассажир. Он доставлен в больницу Владивостока с очень серьезными травмами. Выяснениями обстоятельств случившегося занимается Краевая прокуратура. В Тобольске, это Тюменская область, арестован таксист, который приставил пистолет к голове вернувшегося с фронта СВОшника. Вот как это было. Чем мне мешает здесь тебя ебать? Я по контракту ебать тех, кто был в Сирии и на СВО. А? Водитель, узнав, что перевозит участника войны, внезапно достал оружие и стал угрожать, что застрелит его со словами «Идите туда, куда вас, как баранов, власть гонит». Конец цитаты. Скандал разгорелся после того, как видео оказалось в патриотических пабликах. На него вскоре обратил внимание депутат Александр Хинштейн, потребовал найти таксиста с ваххабитской бородой. Водителя задержали. Им оказался 46-летний приезжий из Самарской области. Суд отправил мужчину в СИЗО на 2 месяца. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В Екатеринбурге учителя истории приговорили к 3 годам по статье об оправдании терроризма за то, что позволил себе комментарии на уроке про Крымский мост. Приговор огласили еще 14 ноября, но известно об этом стало лишь накануне. Учителя зовут Алексей Показаньев, ему 30 лет. По версии следствия, преподаватель во время урока у учеников 9 класса прокомментировал подрыв Крымского моста и тем самым, дальше цитата из приговора, оправдал совершение посягательства на жизнь президента России Владимира Путина. В мае прошлого года за комментарии о подрыве Крымского моста также осудили учителя из Коми. Суд приговорил Никиту Тушканова к 5 годам колонии. В комментариях под постом ВКонтакте он назвал событие подарочком на день рождения Путлеру. Вьетнам выдал задержанного бойца отряда имени Калиновского в Беларусь. Там мужчине грозит смертная казнь. Василий Веремейчик воевал на стороне Украины, участвовал в боях в Херсонской, Николаевской и Луганской областях. Кадры, которые вы сейчас видите, опубликовал государственный белорусский телеканал ОНТ. Сотрудники КГБ насильно вернули Василия на родину. Власти Вьетнама согласились исполнить запрос силовиков Лукашенко. Веремейчик пытался получить политическое убежище в странах Евросоюза, однако Литва признала его угрозой национальной безопасности и запретила въезд в страны ЕС. После этого он жил в Грузии, а затем уехал в Азию к друзьям. В Беларуси Василию Веремейчику грозит смертная казнь. В сети появилась беседа президента Беларуси Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время знаменитого мятежа. Как пишет оппозиционное издание «Reformation», на аудиозаписи зафиксированы переговоры в июне 2023 года. Подлинность не подтверждена. Участвуют в записи 3 собеседника. Женщина, предположительно, это пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, и 2 мужчин, ведущих основной диалог о плане по завершению бунта, предположительно, Пригожин и Лукашенко. Я уже несколько провоцирую российскую сторону. Возможно, у них другие варианты, понимаешь? Возможно, замочить Пригожина вариант. Ну, да. Возможно, всякие. Поэтому... Нет, мочить Пригожина, там столько тоже погибнет народу, что мама не горюй. Вот об этом речь, что замочить-то можно, но сколько десятков тысяч ляснет народу. Напомню, в июле прошлого года уже появлялась информация о том, что Федеральная разведывательная служба Германии прослушивала телефонные разговоры Лукашенко и Пригожина во время марша на Москву. В материале немецкого медиахолдинга АРД утверждалось, что спецслужбы знали и о планах бывшего повара Путина, и о роли Лукашенко как посредника.
Преданный сторонник войны актер Владимир Машков заочно приговорен к 10 годам лишения свободы в Украине. Артиста признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также в пропаганде войны. Суд конфисковал квартиру Машкова в элитном районе Одессы на берегу моря площадью 147 квадратных метров. Дело против актера возбудили в марте этого года за участие в избирательной кампании к президентским выборам в России и публичную поддержку боевых действий. С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину худрук Московского театра имени Олега Табакова выступает за войну, за что получает путинские награды. А в день годовщины аннексии Крыма, в самый разгар вторжения, выступал на знаменитом митинге за Путина в Лужниках. Мы русские люди, мы любим нашу страну, мы за мир без нацизма, мы за нашу армию, за нашего президента, за нашу родину, за победу. Мы победим! Мужчина, который в центре Москвы залез на билборд с плакатами «Путин, где ты, сука? Освободи мне место», арестован на 15 суток. 18 ноября Дмитрий Шаповалов залез на рекламную конструкцию на проспекте Сахарова и развернул 2 плаката. Приехавшие на место сотрудники полиции попросили Шаповалова слезть, но он отказался. В итоге Дмитрий просидел на билборде около 2 часов, по его собственным словам, высказывая свою политическую позицию. Мужчину арестовали по статье о неповиновении полицейскому. Что же, это были главные события к сегодняшнему утру. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там все выпуски, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя. Пока-пока.